Привет всем! В этом видео я расскажу про шаровый кран с электроприводом и поговорим о модельке нормально открытой. Например, вам нужен такой кран, который будет постоянно открыт, и в случае, когда подается на него питание, он будет закрываться. Вот эта моделька закрытая, при подаче питания она открывается, а вам нужен кран, который работает наоборот. Например, такой можно будет использовать в системе защиты от протечки воды. То есть, когда срабатывает датчик там затопления, кран закрывается, на него подается питание, он закрывается. Когда питание убираем, он автоматически открывается. Такой кран можно заказать по ссылочке в описании. То есть вы переходите по ссылке, выбираете нужную модель и нормально открытую выбираете. Либо такой кран можно сделать из вот этого. Это модель CR04, он нормально закрытый. И сейчас я дальше покажу, как его переделать, чтобы он работал наоборот. То есть он был постоянно открыт, а при подаче питания он будет закрываться. Для начала мы снимем верхнюю крышку электропривода. Открутили. Здесь у нас плата. Ее тоже нужно снять. Вот, откручиваем два винтика здесь. Один. И второй. Они разной длины. Возле релюшки стоит, который длиннее, потому что тут глубже у нас идет отверстие. Так, это мы открутили. Дальше нам нужно будет открутить редуктор. Вот эти два винтика выкручиваем. Один. Второй. Выкрутили. Вынимаем редуктор с мотором. Вот концевик отключился. И здесь запас энергии есть. Вот здесь конденсаторы. У них заряд еще остается, то есть он вращается. Нам нужно будет поменять местами вот эти два концевика, которые отключают моторчик. Вынимаем один. Вынимаем второй. И меняем местами. Один сюда вставляем. Второй вставляем сюда. Поменяли местами. И теперь собираем обратно. Вставляем редуктор. Смотрим, чтобы провода никуда не попали, нигде не зацепились, чтобы не повредить их. Закручиваем назад редуктор. Закрутили. Теперь вот у нас на плате вот эти два провода, они от моторчика идут. То есть отсюда питается мотор. Он вращается. Нам нужно будет отпаять их и поменять местами. Плюс-минус поменять местами, чтобы поменять направление вращения крана. Потому что он будет все время все равно при подаче питания открываться. Но так как концевики мы поменяли местами, он не будет отключаться. Поэтому мы отпаиваем два провода и назад припаиваем, просто меняем местами. Один и второй. И теперь все в обратном порядке собираем. Вот эту проставочку пластиковую ставим назад, чтобы на плату нигде ничего не замкнуло. Проводки можем вот так же само, как было, скрутить и засунуть вот сюда. Там есть место, и прикручиваем назад плату управления. Сюда короткий винтик. Сюда длинный винтик.
Также смотрим, чтобы провода под крышечку это не попали. Закручиваем. А я просто наживлю, потом затяну сильнее, чтобы время не тратить. Все, готово. Теперь нам нужно подать питание на кран. Так как заряда там нет, он закрытый остался, не смог открыться. Подключаем питание. Вот, кран закрылся. Убираем питание. Кран открывается. Вот у нас нормальное положение крана. То есть он у нас всегда открыт. Если вы подаете на него питание, эта моделька идет 9,24 вольта. То есть от 9 до 24. Мы подаем питание. У меня сейчас 12 вольт. И кран начинает закрываться. Закрылся. Питание снимаем. Кран открылся. Вот так работает теперь данная модель. Нормально открытая получилась. Ссылочку на такую же модель я оставляю в описании. Можете заказать. Если не можете найти нормально открытый, то его можно вот так просто сделать с нормально закрытого крана. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.